Всем привет! Сегодня 6 февраля. Посмотрим, что произошло в высокотехнологичном мире на днях. Microsoft снова заставила о себе говорить, и опять, к сожалению, ничего хорошего сказать не получится. Не знаю точно, чья это была идея, но репозиторий Microsoft был добавлен в официальный дистрибутив GNU Linux для Raspberry Pi под названием Raspberry Pi OS, в прошлом известный как Raspbian. Теперь хотите вы того или нет, но при следующем обновлении вашего одноплатника у него появится еще один источник пакетов для обновления системы. Таким образом, для владельцев Raspberry Pi есть две новости. Одна плохая, а другая очень плохая. Я начну с очень плохой. Репозиторий от Microsoft — это полноправный гражданин в вашей системе. Это становится возможным благодаря тому, что в систему также устанавливается GPG-ключ от Microsoft, которым подписываются пакеты из этого репозитория. В итоге все пакеты из репозитория Microsoft имеют тот же приоритет, что и пакеты из стандартного репозитория, через который распространяется все программное обеспечение дистрибутива, включая обновления. Обратите внимание, на скриншоте показана информация о двух пакетах. Первый Core Utils является частью базовой системы, без которого немыслима любая Debian-подобная система. А второй код, который содержит интегрированную среду разработки Visual Studio Code от Microsoft. У обоих этих пакетов приоритет 500. И это говорит нам о том, что теперь Raspberry Pi OS сильно подвержен атаке на цепь поставок программного обеспечения, от которой, по иронии судьбы, совершенно недавно сильно пострадала сама Microsoft. Компания ровно таким же образом доверяла на 100% одному поставщику программного обеспечения, который добросовестно доставлял обновления через свои каналы Microsoft. Затем инфраструктура поставщика была скомпрометирована, и в обновления, которые полагались заказчикам, был интегрирован бэкдор. Так как Microsoft доверяла этому поставщику на 100%, она без лишних вопросов скачала обновление с бэкдором и открыла доступ к своей инфраструктуре злоумышленникам. После чего пострадали некоторые клиенты Microsoft, для которых уже эта компания являлась поставщиком чего бы то там ни было. Это и называется атакой на цепь поставок программного обеспечения. А теперь представьте, что инфраструктура Microsoft успешно взломана. Еще раз. Злоумышленники могут опубликовать через репозиторий для Raspberry Pi OS пакет с обновлением для любого из компонентов дистрибутива, в который будет интегрирован бэкдор. А ваша система, в свою очередь, посчитает этот пакет супер важным обновлением и без лишних вопросов загрузит и установит его. Одноплатники типа Raspberry Pi — это достаточно мощные машины, которые могут решать серьезные задачи. И чем дальше, тем более серьезные задачи им будут доверять. И вот, когда казалось бы, что хуже уже некуда, я спешу поделиться второй плохой новостью. Теперь любая попытка обновить Raspberry Pi OS будет приводить к тому, что пакетный менеджер системы будет обращаться к репозиторию Microsoft. Это даст компании возможность накапливать на своих серверах информацию об IP-адресах пользователей. А эта информация, в свою очередь, сможет пригодиться для построения профиля пользователя для таргетированной рекламы. В идеале таргетированная реклама должна использовать данные о пользователях, которыми они добровольно делятся. А здесь пользователей никто не спрашивал. Как я говорил в начале, не знаю, кому именно принадлежит идея добавить репозиторий Microsoft в дистрибутив. Самой Microsoft или Raspberry Pi Foundation, которая стоит за разработкой этого дистрибутива, но идея откровенно дурацкая. Рекомендую удалить репозиторий от Microsoft из своей системы, только если, конечно, вы его ранее не устанавливали сами. Удалить его просто. Сначала удалите репозиторий из списка источников, а затем удалите ключ Microsoft из системы. Два этих действия показаны на экране. А на сегодня все. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить другие новости. Надеюсь, что прощаюсь до понедельника. Пока.